Друзья, всем привет, с вами Олег и канал StableDiff. Сегодня мы поговорим о возможности использования специальных лора пресетов для видеогенеративных моделей WAN 2.1. Такие видеопресеты уже давно стали популярными в онлайн-сервисах генерации видео, но теперь такие пресеты в виде специально обученных лор добрались и до локальных моделей с открытым исходным кодом, таких как WAN. Какие эффекты на данный момент доступны? Сейчас доступно более 25 эффектов, и каждый день этот набор пополняется. Очень классный эффект вращения и презентации объектов, популярные эффекты сминания в пластилин, разрезания объектов, доставание пушки или превращение персонажа в ребенка, в картину, в пирата и так далее. В общем-то, очень много вариантов. Зачем такие лора-модели вообще нужны? Используя специальные подготовленные лора, вы гарантированно получаете тот результат, который планировали получить. Это очень здорово ускоряет процесс видеогенерации, так как видео генерируется и так не очень быстро. То есть это порядка 5, у кого-то даже 15 минут на одно 5-секундное видео. Сегодня я вам покажу 3 схемы для генерации с лора на WAN моделях. Покажу 2 своих схемы. Одна из этих схем работает чуточку быстрее, вторая чуточку лучше. И вам покажу ту схему, которую предлагает автор лора моделей. Эта схема основана на WAN Video Wrapper узлах. Вам покажу, как эти узлы поставить, как установить Stack Attention, чтобы эта схема работала более-менее быстро. Если вам интересно научиться свободно пользоваться веб-интерфейсами ConfUI, Automatic и Forge, я вас приглашаю на свои курсы по этим веб-интерфейсам. Более подробную информацию вы можете найти на сайте stablediff.ru, там же есть контакт администратора. Если какие-то вопросы у вас останутся, обязательно их задавайте, всех жду на курсах. Теперь давайте продолжать. Если у вас еще не установлен ConfUI, то установите мою настроенную портабельную сборку. Эта сборка очень проста в установке, и она уже имеет очень много настроек внутри. Установлены различные библиотеки, установлены некоторые настройки, которые вам, в принципе, потом понадобится самостоятельно это выставлять. Чтобы не тратить время, вы можете просто воспользоваться моей сборкой. Достаточно ее просто распаковать в нужную папку, в которой вы хотите ее видеть. И после этого в эту сборку нужно будет закинуть необходимые чекпоинты для генерации, то есть генеративные модели. Они весят очень много, поэтому в эту сборку они не входят. Но есть отдельные архивы с популярными моделями, то есть это не чекпоинты, но модели, которые вам понадобятся при различных схемах, чтобы у вас, в общем-то, все работало и потом не искать, куда что скачивать. Подробные видео по установке и обзору моей портабельной сборки вы сейчас видите на экране, ссылка будет в описании под этим видео. Теперь давайте я вам покажу, какие модели вам нужно будет скачать и в какие папки эти модели нужно будет положить. Опять же, полный список и инструкцию подробную вы найдете на Boosty, она будет приложена там. Итак, давайте откроем корневую папку ConfUI, зайдем в папку ConfUI, в папку Models и в папку Diffusion Models. Здесь вы можете, как я, создать отдельную папку для WAN моделей. И вот в эту папку вам нужно будет поместить вот такую вот модель Image to Video E2V называется, 14 бит, 480p, FP8. Если у вас 16-24 гигабайт видеопамяти, то вот эта модель у вас должна нормально работать. Если у вас 12 гигабайт видеопамяти, то попробуйте вот эту вот модель формата GGUF. Она значительно меньше расходует видеопамяти, но работает немножко подольше. Ссылки на обе вот эти модели вы найдете на Boosty, будут приложены они там. Теперь давайте вернемся назад немножко и найдем здесь папку Clip Vision. Вот сюда вот нужно будет поместить вот такую вот модель Clip Vision H. Теперь возвращаемся обратно в папку Models и находим здесь еще одну папку VAI, которая называется. Сюда нам нужно будет поместить модель WAN 2.1 VAI FP32. Возвращаемся обратно и находим теперь здесь папку Text Encoders. Заходим в эту папку и вот сюда вот нам нужно будет поместить следующие модели. Если вы будете пользоваться именно моей схемой, то тогда вам нужна будет вот такая вот модель, которая называется UMT5 XXL FP8 и в конце Scaled. Если вы будете пользоваться схемой WAN Video Wrapper, то вам понадобится вот такая вот модель UMT5 XXL UNC FP8. Смотрите, если вы их перепутаете как-то, то у вас схема не запустится. Под мою схему именно вот эта вот клиповая модель, а под схему WAN Video Wrapper нужна именно вот эта модель, это важно. И еще один момент, если вы опять же будете использовать схему WAN Video Wrapper, то для нее
нужна Clip Vision модель вот такая вот. Она называется OpenClip Rebetta Large with Huge 14p16. Именно вот эту вот модель нужно будет использовать, а модель Clip Vision H, она только для моей схемы. Поэтому на Boosty я разделю инструкции для схемы One Video Wrapper и моих схем, чтобы не перепутать ничего и не скачивать лишние модели. И теперь еще есть важный момент: чтобы у вас работали мои схемы, то нужно обязательно обновить Conf.ui. Переходим в папку Update и нажимаем здесь Update Conf.ui.bat. Обратите внимание, что у вас Conf.ui может не обновиться по причине того, что если у вас, например, установлена символическая ссылка на папку Models, если она у вас стоит, то удалите эту символическую ссылку временно, зайдите опять в папку Update, еще раз обновите Conf.ui, после этого заново создайте символическую ссылку на папку Models, но удалите пустую папку Models, которая создалась после обновления. Теперь с Boosty вы сможете скачать вот такую вот мою схему, она помечена как Orox, закидываем в рабочее пространство Conf.ui. Сами узлы One здесь используются из базовых узлов, поэтому после обновления Conf.ui они у вас должны быть доступны. Если у вас какие-то узлы в плане вот такого вот, видите, One Image to Video недоступны, то это означает, что вы не обновили Conf.ui или обновили его как-то неправильно. Если какие-то из других узлов у вас недоступны, они красные, то переходим в менеджер, нажимаем здесь Install Missing Custom Nodes и нажимаем здесь вот эту вот галочку, выбираем все узлы, нажимаем здесь кнопку Install, которая появится после установки, нажимаем кнопку Restart, которая опять же появится, когда все необходимые узлы скачаются. Дожидаемся перезагрузки Conf.ui, и после этого у вас уже узлы должны быть все нормального цвета. Смотрите, в итоге у вас появится вот такая вот схема, она такая кажется навороченная, но на самом деле не такая уж она сложная, как кажется, потому что здесь на самом деле две схемы. Вот эта вот нижняя часть — это ускоренная схема, более быстрая, но менее качественная. Вот эта вот схема, она менее быстрая, но по качеству она значительно лучше, поэтому я предлагаю вам пользоваться именно вот этой вот верхней схемой. Я вам сейчас расскажу, как здесь что устроено. Пробежимся по основным настройкам, которые в этой схеме есть. Первое – это загрузчик моделей. Смотрите, здесь есть два варианта загрузки моделей. Первый вариант – это загрузка FP8 модели. И второй вариант, если мы вот так вот нажимаем, то это загрузчик уже GGUF модели. Здесь используется загрузчик GGUF, соответственно, здесь выбрана модель GGUF. И эта модель потребляет меньше видеопамяти. Если у вас 12 гигабайт видеопамяти, у вас с этой моделью точно должно все генерироваться, и видеопамяти должно, по идее, хватить. Я использую вот такой вот вариант с FP8, он работает немножко побыстрее. Далее здесь у нас загружается Clip Vision H, и здесь у нас загружается модель Y. Переходим вот здесь вот ниже, здесь у нас есть подключенный Triton. Смотрите, если вы не подключали Triton, то вы можете здесь выбрать вариант 1. Видите, вот здесь есть такой переключатель. Если вы выбираете 1, то это без Triton. То есть здесь у нас идет подключение обычной модели, и вот здесь снизу есть пометка. То есть единица — это No Triton. Если вы выбираете цифру Q2, вот так вот, это с Triton. Чтобы поставить Triton, вы можете посмотреть у меня отдельное видео на Boosty приложено, на YouTube, на Рутубе, естественно, оно тоже есть. Там очень подробно расписано, как этот Triton на Windows устанавливается. Там не очень простой процесс. Нужно будет установить Visual Studio, нужно будет установить CUDA 12.6, определенный Python должен быть, определенный Torch, чтобы это все работало. Но там все это подробно рассказано. Сейчас я об этом говорить не буду. Единственное вам, что скажу, вот этот Triton, он ускоряет генерацию процентов, наверное, на 20 точно. То есть с ним значительно быстрее идет генерация. Это все-таки экономит приличное количество времени, так как генерации по времени, собственно, большие. Давайте посмотрим на вот этот узел. Это LoRa Loader, куда как раз-таки загружаются необходимые нам лоры, которые будут и давать этот пресет или эффект видео. Смотрите, нажимаем сюда, я лоры помещаю в отдельную папку One LoRa, и вот отсюда их выбираю. Пока у меня установлены только вот эти вот лоры, но их значительно больше. Я вам покажу, где их смотреть и как их выбирать. Давайте перейдем на страницу разработчика этих лор. Ссылка будет, она приложена в описании под видео, и также я их еще приложу обязательно на Boosty. Смотрите, здесь вот такие вот лоры доступны на данный момент. Вы можете пока по любой, например, лоре, вот Rotate, да, нажимаем, переходим на страничку разработчика, и здесь у нас есть описание небольшое. Вот ниже у нас есть пример, мы наводим, вот смотрим, что получается, если мы будем использовать такую лору. То есть у нас персонаж ставится в нейтральное положение, и после этого у нас вращается на 360 градусов. То же самое можно делать с различными объектами, например, вот стул, какие-то презентации можно такие вот делать для
может быть, карточек товаров, там еще что-то. Кириллический текст не нарушается, но качество изображения, конечно же, ухудшается немного. Но, тем не менее, текст кириллический там на тюбиках, на баночках, он читаемый остается. Теперь еще есть важный момент. Смотрите, здесь есть примеры подсказок промпта. Вы можете вот сюда вот щелкнуть и скопировать подсказку и уже ее подредактировать под свое исходное изображение, которое вы будете загружать. Поэтому обязательно переходите на вот эту вот страничку, смотрите здесь, какие есть примеры подсказок, и эти подсказки уже используйте, перерабатывайте, чтобы у вас качественное видео в итоге получалось. Ниже немножко, если опустимся, здесь мы можем нажать и скачать необходимую лору, то есть прям нажимаем вот так по ней и скачиваем ее в папку Models Loros. Я еще создал там папку One. Вот, далее здесь есть workflow, но смотрите, не обязательно вам для каждой лоры скачивать свой workflow, никакого смысла в этом вообще нету. Дело в том, что все эти workflow, они будут отличаться только вот этой вот подсказкой, то есть которую вы можете просто так скачать, ставить и переработать. Вам в любом случае ее придется доработать руками, а сама же схема, она отличаться не будет. И вот эта вот схема, она построена на основе One Video Wrapper. Второй схема, вот о которой я буду говорить. Лучше ли она или хуже, вы, конечно же, можете сами попробовать, но я вам скажу, что она работает не лучше, чем та схема, вот, которую я вам буду показывать сейчас в самом начале, и которую я вам как раз таки говорю, что она более качественная, вот этот первый вариант. Вот в остальном же здесь, в принципе, просто картинки, вот дальше можно посмотреть небольшое описание, и то же самое есть для каждой вот такой вот лоры. То есть это rotate, это, например, сминание вот такой вот руками. Здесь есть, опять же, присутствуют там пальцы, там какие-то описываются, чтобы это все более стабильно происходило. Работает, кстати, очень классно, вот эти вот лоры, то есть действительно эффект нужный получить очень легко становится. Давайте возвращаться к схеме и посмотрим, что у нас здесь есть дальше. Смотрите, здесь мы, значит, выбираем необходимую лору, которую мы будем использовать. Здесь gun выбран, то есть это у нас там персонаж достает оружие, и в итоге у нас вот такое вот исходное изображение, но мы сейчас дальше к нему перейдем. Это небольшие смещения весов для модели. Давайте вернемся вот сюда вот немножко выше. Здесь у нас есть как раз таки подсказка. Смотрите, негативную подсказку вы можете, в принципе, оставить вот всегда такой, какой она есть. Кто-то говорит, что на китайском языке лучше работает, кто-то говорит, что на английском также работает. В принципе, я какой-то разницы особой не заметил, но можете попробовать найти китайский вариант вот этой подсказки и ее использовать, но мне кажется, разницы особо не будет. По крайней мере, я пробовал, я не заметил. Далее, вот сюда вот как раз-таки вставляем то, что мы скопировали, и перерабатываем. То есть у нас, допустим, на изображении, которое мы загрузили, дог, то есть собака, и мы, к примеру, меняем основного персонажа на дог. Если у нас там как-то одет по-другому, то меняем и одежку ему тоже в соответствующий вид, как по изображению. Остальное можете оставить то же самое. Смотрите, здесь я ссылку на вот эти вот все лоры приложил, чтобы вам потом ее не искать. То есть скопировали, в браузере открыли, и она у вас всегда будет под рукой. Здесь есть еще небольшая заметка. Смотрите, если вы используете, например, лору Rotate, там вращение, еще какие-то лоры, которые подразумевают, что фон должен оставаться статичный, а объект должен двигаться. В этом случае обязательно дописывайте вот это вот в prompt static background. Это действительно помогает и делает фон статичным. Иначе фон вместе с объектом тоже начинает двигаться. Это, в общем-то, некрасиво получается. Давайте посмотрим дальше. Кстати, вот здесь есть еще заметка. Здесь я сравнивал скорости. Вот этой первой схемы, второй схемы. Здесь можете посмотреть сравнение скоростей и время генерации с Трайтона, без Трайтона. И с моей видеокарты, естественно, 4090 я здесь использовал. Но, тем не менее, как сравнительный анализ такой можно какой-то сделать для себя. Далее давайте посмотрим вот здесь ниже. Здесь у нас опять же пока общая группа, которая используется и в одной схеме генерации, и в другой. Здесь у нас загружается изображение. Это изображение у нас приводится к необходимому размеру 640 на 640. Но этот размер он не обязательно. То есть это я для себя выбрал. У меня обычно вот изображение там квадратное я люблю генерировать. Но вы, например, может там для Инстаграма их вертикальные делаете. И можете спокойно делать вертикальные изображения, там горизонтально вытянутые, как хотите. То есть здесь каких-то ограничений нет. Важное ограничение — это кратность 16 пикселям. И смотрите, если использовать разрешение 720 на 720, даже для моей видеокарты это будет многовато. Но для 24 гигов 640 на 640, наверное, это край. Если вы перемножите 640 на 640, вы получите площадь. И вот когда вы будете менять изображение, там вытягивать его вверх или в ширину, то вы учитываете, чтобы площадь не вылезала за площадь, равную 640 умноженной на 640. Но если будете площадь сильно повышать, то у вас, скорее всего, видеопамяти не хватит. Поэтому ориентируйтесь примерно на вот такую площадь.
Далее давайте перейдем вот в этот вот узел, он как раз таки тоже из базового набора, после обновления Config он станет доступным. И здесь мы выбираем количество кадров. 81 кадр это предел. Если вы будете кадров ставить больше, то видео по факту больше не станет, оно будет либо замедленное, либо вообще в принципе испорченное. То есть этот генератор, он рассчитан на 5-секундное видео, то есть 81 кадр при конечном результате 16 кадров в секунду. Если вам нужен будет интерполятор, то он здесь тоже есть. Вот эта последняя группа, вы подключаете либо вот отсюда в интерполятор, естественно, его вот нажимаете разбайпасить, и в этом случае у нас получается на выходе 24 кадра за счет интерполяции. Вот такая вот модель для интерполяции используется, но я ей, честно говоря, не пользуюсь, мне 16 кадров вполне устраивает, приличное видео получается, то есть оно достаточно плавное, то есть каких-то там дерганий в принципе нету. Ну, непосредственно мы теперь подошли к вот этим вот двум схемам. Давайте посмотрим на первую группу вот такую, то есть первый вариант генерации видео. Здесь у нас используется вот такой вот сэмплер необычный. Это сэмплер из набора Extra Samplers. Здесь используется сразу два сэмплера для генерации. И первый сэмплер у нас отрабатывает 18 шагов, второй сэмплер отрабатывает 12 шагов. Сами сэмплеры вот такие вот непривычные RES, Multistep и Gradient Estimation. Но не обращайте внимания, что вот суммарно получается так много шагов. Например, в моей схеме здесь всего лишь 16 шагов. И по времени это получается не намного дольше, но подольше немножко. Но качество получается получше. То есть вот некоторые сложные особенно объекты, они получаются лучше. Вот именно с такой схемой. Настройки здесь вот такие вот выставляются. И дальше давайте перейдем. Здесь у нас есть Y-декодер. Если у вас видеопамяти немного, то выбирайте второй вариант. Это переключатель. То есть вот такой tile-декодер, если у вас видеопамяти не хватает. Потому что видеопамяти очень часто не хватает на декодирование результирующего видео. То есть у вас все сгенерировалось, а в итоге памяти не хватает, чтобы это все перевести в картинки. Но если у вас видеопамяти не хватает, то переключаемся на второй узел. В этом случае у вас вот эта лента всех ваших изображений будет разбиваться на определенные секции, и эти секции уже будут потреблять значительно меньше видеопамяти. В конце у нас очищается видеопамять, очищается кэш. Это нужно для того, чтобы работал Triton. Если вы это не сделаете, то Triton при последующей генерации будет выдавать ошибку. Поэтому нужно очищать видеопамять и кэш, и потом уже при следующей генерации у вас ошибки за Triton не будет. Если вы Triton не используете, то это не обязательно. То есть может тогда и ничего здесь не вычищать. В итоге у нас все передается вот сюда, вот видео комбайн, и мы получаем уже из секвенции изображения итоговое видео. Далее у нас есть вот такой вот узел. Здесь мы можем выставить последний кадр. В данном случае у нас 81 кадр. И в итоге я здесь вставляю 80 кадр, потому что здесь отчет идет с нуля, а не от единицы. И в этом случае мы вот здесь вот в превью image получим последний кадр этого видео. В общем, вот запустил генерацию, чтобы было видно, что здесь происходит. Смотрите, вот такое вот видео в итоге получилось. И смотрите, вот такой вот у нас последний кадр. Опять же, если, конечно же, у нас такой будет последний кадр, то, наверное, продолжать видео тут бессмысленно. То есть ничего хорошего не получится, потому что основного персонажа здесь не видно. Если у вас будет какой-то эффект, пред которым будет, ну, хотя бы что-то адекватное здесь видно, кроме вот огня, да, вот такого, то можно будет и продолжить это видео, нажав правой клавишей мыши по вот этому вот изображению. Выбираем здесь копия Clip Space. И переходим вот сюда вот обратно в начальное изображение, правой клавишей здесь нажимаем Past Clip Space. И в итоге вставляем вот это вот изображение конечное. И еще раз делаем генерацию. Естественно, вот это видео нужно предварительно сохранить, там Save Preview или в папке Output вы его тоже найдете. Смотрите, давайте теперь посмотрим на вот эту вот группу, снимаем с нее bypass, а на вот эту группу ставим bypass. Если у вас нет вот таких значков, то их можно включить вот здесь, вот в Settings. Нажимаем Settings, нажимаем здесь по RG-Free, эти узлы, естественно, у вас должны быть установлены. Нажимаем по вот этой синей кнопке. И вот здесь вот в самом низу вы найдете Q и Bypass. Естественно, вот эту галочку тоже надо будет поставить. Нажимаем Save. И все вот эти вот кнопки у вас на группах появятся тоже. Да, еще по поводу вот этих вот шагов генерации. Смотрите, вы можете их поставить меньше, можете поставить 10 или 8. А здесь, соответственно, поставить либо 16, либо 14. Естественно, если вы будете слишком сильно занижать эти шаги, то качество тоже будет становиться хуже. Но вот 10-16, возможно, тоже будет нормально. И по времени это будет значительно быстрее. Теперь я обратно сейчас включу вот здесь bypass, чтобы у нас была уже схема вот такая вот под Single Generation. То есть здесь у нас очень простая генерация, просто обычный K-сэмплер, 12 шагов на генерацию идет. И в итоге у нас получается видео, конечно же, быстрее. Если вы будете использовать схему для каких-то сложных видеогенераций или там для сложных объектов, для вращения, например,
то лучше используйте вот эту вот часть схемы, она работает более стабильно, более качественно. Вот эта вот схема, она работает быстрее. И смотрите, здесь в принципе то же самое, Y-декодер, здесь у нас вывод видео, вывод последнего изображения. Если будете менять количество изображений вот здесь, то вот здесь тогда не забывайте поставить номер последнего изображения, оно будет уже это другое. Там если 73 кадра, то здесь будет 72. Если будет 53, то здесь будет 52, ну и так далее. Здесь настройки сэмплера вот такие вот, LRA используются, можете тоже поставить в принципе RS Multistep, как и в первом варианте, в принципе результат почти одинаковый получается. 12 шагов это прям совсем минимум, если поставить хотя бы 16, то изображение будет покачественней. Но мне кажется, все равно лучше использовать вот эту вот часть схемы, она будет более стабильно работать, по времени тогда получится примерно что-то то же самое, как вот в этом вот варианте. Ну и в принципе все, здесь самое главное, выбирайте нужную лору, прописывайте вот здесь правильную подсказку, то есть копию берете вот с этого ресурса, прям копируете, сюда вставляете, немножко перерабатываете под свое изображение, естественно, изображение на вход свое кидаете, и в итоге вы получите вот такое вот изображение. Каждое сохраненное видео, оно будет в себе еще нести и рабочий процесс, то есть вы его можете любое из этих видео закинуть в Conf.ui и получить итоговый рабочий процесс, на котором это видео генерировалось. Ну, давайте перейдем вот к этой схеме, которая у нас предлагается разработчикам. Закидываем ее в рабочее пространство. Я эту схему всего лишь немножко доработал, тут добавил просто последний кадр, чтобы, как в первой схеме у нас было, можно последний кадр взять, поставить его на вход и продолжить, скажем, это видео. Также здесь некоторые узлы я раскрасил, чтобы было видно, для каких узлов требуется наше внимание. Давайте пробежимся по этой схеме. Смотрите, здесь у нас есть вот такой вот узел, в котором мы непосредственно выбираем нужную нам лору. То есть выбираем соответствующую лору, соответственно, вот здесь вот пишем подсказку под эту лору. То же самое, как в моей схеме, вставляем ее, перерабатываем под свое входное изображение. Соответственно, входное изображение сюда тоже помещаем. Размер изображения здесь также выставляется, как и в моей схеме, которую я только что показывал. Также, соответственно, можно и вытягивать его в высоту, и вытягивать его в ширину. То есть выставляйте здесь нужные вам размеры изображений кратными 16 пикселям главное. В этом узле мы выставляем количество кадров. 81 кадр здесь стоит. Если у вас мало видеопамяти, скорее всего, ее может не хватить, чтобы сгенерировать именно 81 кадр. Поэтому уже методом эксперимента попробуйте поменьше их поставить. Там может быть 73, может быть кому-то придется 57 поставить, может быть даже 53. Я ставлю 81, в этой схеме будет максимальное количество кадров, которые здесь возможно в этой схеме для генерации. Здесь выбирается Y. Обязательно, кстати, все модели перевыбирайте, потому что у вас пути свои, у меня свои. Если у вас узлы обведены загрузочной красной рамкой, то это означает, что модель, которая здесь нарисована, да, вот здесь, она не находится. То есть вы ее откроете, реально такой модели у вас может по этому пути не быть. Смотрите, здесь у нас выбирается Clip Vision вот такой вот, Rebetta. Я вам тоже говорил, куда ее нужно поместить и где скачать, вы ее найдете на Boosty. Здесь выбирается T5 модель, вот такая вот Eng, не такая, как в моей схеме. Если вы будете использовать ту клип-модель, которая из моей схемы, она не подойдет для этой схемы. А вот эта вот клиповая модель не подойдет для моей схемы. То есть и там будет ошибка, если вы их перепутаете. Вот здесь, в этом узле у нас выбирается количество блоков, которое будет выгружено из видеопамяти и помещено в оперативную память, и обрабатываться будет это уже на процессоре. Если вам не хватает видеопамяти, можете повысить этот параметр, там 15, может быть 20 даже поставить. Чем больше это значение будет, тем меньше нагрузка на видеопамять у вас в итоге будет. Видите, я здесь тоже, кстати, поставил 10, потому что видеопамяти у меня не хватает при такой схеме. Вот при моей схеме, которую я только что вам показывал, без вот такого вот узла ее хватает. А здесь не хватает, приходится все равно что-то выгружать. В этом узле, соответственно, лора выбирается, то есть то же самое, да, выбираем необходимую лору. И здесь у нас подключен Triton. Смотрите, если у вас Triton не установлены там соответствующие библиотеки, не установлены Visual Studio и так далее, то просто его отсюда отключите, ошибки у вас не будет. Просто отключаете и генерируйте уже без подключенного Triton. В принципе, вам, наверное, схему сохраню без вот этого подключенного Triton. Но если вы его хотите подключить, то подключайте вот сюда вот в Compile Arcs. Принцип ускорения как бы тот же самый, что и в моей схеме, примерно там 20% где-то он дает для ускорения генерации видео. Теперь вот этот вот узел, смотрите, здесь у нас выбирается непосредственно модель. Модель та же самая выбирается, Image to Video 14 бит 480p FP8. И смотрите, здесь у нас выбирается Attention Mode. Если у вас Sec Attention не стоит, вы, конечно же, можете выбрать здесь SDPA, и с ним у вас генерация будет медленнее, там прилично медленнее.
процентов, наверное, на 20 на те же самые, что Triton добавляет, будет медленней. Вот, но чтобы установить Stack Attention, ничего вообще сложного нету. Для этого нужно всего лишь добавить некоторую библиотеку в Python. Для этого переходим в корневую папку conf.ui, заходим в папку Python Embedded, правой клавишей здесь нажимаем, выбираем здесь открыть окно команд, или вот здесь вот в адресной строке пишем cmd, нажимаем Enter на клавиатуре, у вас открывается консоль, это все будет одно и то же, вставляем следующую команду python-m pip install stack attention, нажимаем Enter, и у вас устанавливаются необходимые библиотеки для работы с stack attention. Все, в принципе, больше ничего делать не нужно. Естественно, перезагружаем conf.ui, точнее запускаем его заново. Предварительно его желательно было бы отключить перед вводом этой команды. И после этого уже, соответственно, Stack Attention вы можете выбрать. И генерация будет заметно быстрее, чем с SDPA. В моей схеме там генерация, по-моему, через SDPA идет, и там схема другая. То есть здесь она просто будет медленнее. По сути дела, вот она подсказка, вот здесь количество кадров. Тот же самый сэмплер, но здесь опять же другой планировщик, используются другие настройки, потому что сам узел он специфический. Кстати, еще по поводу установки этих узлов. Чтобы эти узлы установить, я вам приложу ссылку на установку этих узлов, потому что через менеджер классическим способом они у вас не найдутся. По сути дела, вот он, разработчик этих узлов. Здесь нажимаем зеленую клавишу, нажимаем копировать. И далее здесь нажимаем менеджер, нажимаем install via git URL и нажимаем вставить, нажимаем Confirm. После этого у вас эти узлы установятся, соответственно, нужно будет перезагрузить conf.ui, и эти красные узлы у вас станут нормального цвета. Вот такой вот проблем с установкой на моей, по крайней мере, сборке точно у вас не будет. Они ставятся прям с первого раза, там без всяких танцев с бубном. По поводу сэмплера, да, 12 шагов, опять же, это минимум, можно поставить больше, немножко покачественнее будет генерация, но по времени вот эта схема, она работает немножко, мне кажется, медленнее, чем моя схема. И я бы вам советовал именно вот первые схемы, которые вам показывал, вот этим вот вариантом пользоваться. То есть этот вариант самый предпочтительный. А в итоге у нас здесь получается, опять же, видеогенерация, вот здесь в видеокомбайне. И получается последний кадр, вот здесь, если у вас там кадров меньше, не забывайте здесь менять номер последнего кадра. Он здесь на единицу будет всегда меньше. Друзья, ну и вот такой вот у нас вариант генерации видео с помощью WAN 2.1 и с специальными пресетами, лорами, который позволит вам получить нужный эффект, который вы увидите там где-то на странице разработчика лора, то есть и прям такой же эффект сможете уже со своим изображением повторить. А для кого-то это может быть не нужно, а для кого-то это действительно будет очень полезно, потому что не нужно будет очень много времени тратить, чтобы получить нужный вам результат. Еще раз вам напомню, если вы хотите научиться, может быть, кто-то с нуля, может быть, кто-то подтянуть свои знания по conf.ui, по автоматику, по форжу, то есть приглашаю на свои курсы по этим веб-интерфейсам. Эти курсы у меня с поддержкой, с проверкой домашних заданий, там есть специальные закрытые телеграм-группы для поддержки. И также там у нас проходят еженедельные стримы по пятницам, в которых мы разбираем новинки, которые выходят, и вопросы, которые возникают в течение недели. Также заходите на мой Boosty, там есть много других материалов по нейросетям. Заходите в большой телеграм-чат, там большой комьюнити, можете пообщаться с людьми по интересам. И также заходите в мою группу Telegram, там выкладываю интересные новинки, тоже новости, которые выходят по нейросетям. На этом всем удачной генерации, хорошего настроения. Всем пока.